Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками, рекомендуете, пишите в комментариях, с кем пообщаться и принимаете участие, в формировании гостей на канале. Михаил Павлев, политолог, со мной на связи прямо сейчас. Михаил, приветствую вас. Да, добрый день. Я все-таки больше политтехнолог и эксперт, как-то так. И, знаете, вот просто часто говорят политолог, а нет такого у меня образования. У меня историческое образование. Поэтому предпочитаю не брать на себя. Бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе, вы помните, да? Ну, смотрите, тут даже сейчас настолько девальвировалось вообще любое наименование, Спасибо. специальности, что... Причем это касается всех сфер. Время такое. Абсолютно. Да. Очень, очень тяжелое время. И, понимаете, сегодня я вот с этого хотел бы с вами начать наш сегодняшний разговор. Сегодня вот сообщили, что я, если честно, прозрел, когда увидел эту новость о том, что 66-летний электрик скончался в Киеве, ну, там, во время работы на подстанции, Да. короче, то есть во время исполнения трудовых своих задач. И вроде как новость одной строкой, но за этой одной строкой стоит вот прям целая жизнь, целая эпоха, целое время. Мы с вами говорим сегодня в день, когда сейчас идет массовый такой, как волна, разгон о том, что в Украине что-то, ну вот настолько закоротило, что отключаются метро, там отключается свет по всей стране, экстренное отключение, в общем, какая-то катастрофа. Причем уже сутки, чуть больше, действует, так сказать, энергетическое перемирие, которое абсолютно политтехнологически как раз стоит нашего внимания, потому что это Трамп договорился с Путиным. Заявления вчерашнего Зеленского, они абсолютно идут не впопад. Но мы понимаем, что урон уже нанесен такой, что система не выдерживает и рушится. И сегодняшний блэкаут Украины, он же абсолютно, логичен после тех ударов, которые были нанесены. У меня вот такой вопрос, а можно было этого не допустить? Вот как вы смотрите на этот период, этот этап, вот такой этап войны, переговоров? Такое ощущение, что никто не думает хотя бы на одну клеточку вперед, как в шахматах. Почему? Ну, да, для начала о погибшем, скончавшемся электрике. Ведь мы понимаем почему. Потому что, во-первых, режим авральный, просто пожилые люди работают. Нету людей, скажем так, работоспособного возраста. 30-40 лет, они все бусифицированы, они все угнаны на фронт. И поэтому вот эти дедушки, эти бабушки сейчас пытаются вывести на себе эту, будем говорить прямо, коммунальную катастрофу, по крайней мере, в Киеве. Но эти сопутствующие, соответствующие проблемы, конечно, существуют в любом другом населенном пункте Украины, где были удары по генерации, так или иначе. Ну или по подстанциям, по сетям. Вот то, что сейчас происходит, о чем вы рассказываете, это, безусловно, проблемы с сетями, потому что вылетела проблема и на Молдавию распространилась, так как это еще советский контур, оно все увязано, то, естественно, началась цепная реакция, она и привела, скажем так, к этому. Относительно фундаментального определяющего вопроса, думают ли они где-то на шаг вперед или нет, и можно ли было избежать подобных обстоятельств? Ну, во-первых, думают, конечно же, очень сильно думают. Так много думают, что кушать не могут. Но проблема в том, что думают они точно не об этих вещах. Интересуют их вещи, прямо скажем, сильно отдаленно связанные с проблемами обывателя украинского. Вот личное будущее людей, которые сидят на киевских холмах в высоких креслах, конечно же, они думают. Сохранение, давайте так, изящно скажем, приобретенного за время каденции или во время пребывания на посту каком-то, конечно же, они думают. Вопрос недвижимости и активов за рубежом, и их сохранности, и чтобы не попасть в какие-то финмониторинги, не оказаться крайним, чтобы не оказалось каких-то там персональных расследований, ФБР или НАБУ. Об этом, конечно же, они думают.
Как теперь на этих самых явочных квартирах и блатхатах встречаться? Не так, как это было на квартире дроп-офисе Киселя или у Минтича, да? Тоже об этом думают. А вот что делать с проблемой в Киеве, или проблемой в Одессе, или проблемой в Днепре или Кривом Роге? Они не очень-то думают. То есть их интересует это только сугубо в политтехнологическом, как раз пиарном контексте. И ну, мы же видели, как на самом деле ситуация развивалась в Киеве после первых крупных прилетов, когда был первый такой, по сути дела, блэкаут и первая фундаментальная проблема с отоплением. По моей точной информации, ну, Кабмин очень длительный период, больше недели, по сути дела, делал все возможное, чтобы саботировать для киевской мэрии, не военно-гражданской администрации, а именно мэрии, да, работы по ремонту, потому что посчитали, что очень комфортный момент для того, чтобы подставить Кличко, то есть, ну, чтобы он в штангу дал, что называется, с этой проблемой, и сделать его крайним и виноватым. Это сейчас они бегут, спотыкаясь, сейчас Шмыгаль заявляет про 130 генераторов, которые уже прибыли, и 90 еще в пути. А вот тогда они занимались обычным своим делом, да, вот как бы разборками на фоне человеческих трагедий. Поэтому, переходя к ключевому, можно ли было избежать? Да, конечно же, можно было. Конечно же, можно было этого избежать, потому что, давайте говорить прямо, кто бы там себе чего не думал, если проводить очень простые прямые аналогии там, событиям 12-дневной войны или событиям вокруг Газы, Россия не ведет тотальной именно войны на уничтожение против Украины. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, это классические, ну, по учебнику военному, истории про изоляцию театра военных действий, про разрушение тыла, а тыл бывает только когда бывает фронт. То есть на самом деле это все вопрос войны и мира. На самом деле. И то, что дошло до вот этих, ну, будем говорить прямо, крайне драматических обстоятельств, это решение военных задач в первую очередь, когда надо понимать, что Киев с точки зрения военно-промышленного украинского комплекса, особенно по части ремонтных возможностей, производственных, точных там, приборостроения военных, да, беспилотных, это процентов 10-15, наверное, производственной базы вообще, в принципе, украинской на сегодняшний день. И обесточивание Киева, а как следствие генерации тепловой, это на сухом военном языке как раз работа против тыла. И, увы, это предпосылка вот этих драматических событий. Можно было избежать? У вас год был. Я не говорю уже про 22 год. У вас год был, в течение которого вы находитесь в переговорном процессе. Так или иначе. У вас год был на то, чтобы выйти на какие-то решения, которые ждет от вас страна, будем говорить прямо, и люди ждут. Этого не произошло. Это, вот, мне кажется, такой вот ответ на то, что можно ли этого было избежать? Можно. Но если война продолжается, если компромиссы не возникают, то это ожидаемая ситуация, к сожалению. Михаил, ситуация с вот этим перемирием. Да. Вообще все какая-то, ну вот давайте, какая-то вот такая пелена, пелена потужных заявлений Зеленского, ну, вчерашних, например, да, окутала вот сам процесс. Люди, я вот заметил тоже, это, кстати, прям показательный момент. Смотрите, против перемирия нельзя быть. Ну, нельзя быть против перемирия какого-то. Нонсенс, да. Ну, то есть секторального, например, да, там по море, там, не знаю, воздушные какие-то объекты. То есть нельзя. Люди по своей природе должны стремиться войну прекратить, остановить, договориться. Да. Это правильно, да, то есть, да. Но очень много эмоций вызвало это энергоперемирие, то, как оно пришло, собственно, то насколько оно бессмысленное тоже. Что имею в виду? Ну, во-первых, погода. Да? Смотришь, на следующей неделе опять морозы. Да. Там, например, по датам вообще непонятно. Зеленский говорит 7 дней. Песков говорит до 1 числа. Но типа благоприятный фон, мы понимаем, что это 1, 2, то есть вообще непонятно по количеству дней. Следующий момент.
То, что на этих морозах и сейчас нет вот этих крепких морозах, чуть-чуть потеплело в Украине, но мы видим, как все рвется, полыхают трансформаторы, аварии, некому ремонтировать. Для украинца все должно быть понятно с, компетентностью власти, когда один из гендиректоров Укрэнерго полез в щиток, в подстанцию, и его там убило током. Один из руководителей. Все сразу должно быть понятно, и это вот, смотрите, понятно, страдания, там, вот эти потужники, которые давайте рыть ямы на Троещине, это все очень обсуждается, ходить в кошачьи наполнители. Главный для думающего человека показатель, что надо как бы немножко остановиться, понять, где мы, и идти на договоренности, прекращать, это когда вот этого гендиректора убило Укрэнерго. То есть он полез, почему? Некому ремонтировать. То есть все, он туда там... Это был человек, который не просто там вот этот от Соросят назначенный, который умеет рисовать графики и пилить бюджеты, да, грантовские. А это человек, который что-то понимает, как, куда, откуда энергия, ток, трансформаторы, клеммы. Он понимает, и его убило. Все. То есть на этом можно ставить крест с энергобезопасностью страны. Но мы доходим до сегодняшнего пика. Ну, это как детали, да, по поводу процесса, который сегодня происходит. Меня интересует другой момент. Как трактовать вот это перемирие, насколько оно на самом деле дней, к чему оно приведет? Вот мы спрашивали, я спрашивал, можно было избежать, да, мы обсудили. А к чему это перемирие приведет? Ведь по большому-то счету сигнал-то мейнстримно хороший, и этого должны ждать все люди, что объявили перемирие, что-то еще. Но мы видим, по каким кочкам несется эта телега. Да, потому что надо железно увязывать это перемирие с переговорным процессом, то есть другой причины-то и нет на самом деле. Больше того, если брать мотивацию сторон, да, есть сейчас информация о том, что вроде бы Давид Арахами эту идею предложил, и как-то ее Джаред Кушнер транслировал Трампу, а тот уже переговорил с Путиным. Это детали, которые сейчас не принципиальны. Принципиально другое, что Москва согласилась. А Трамп продемонстрировал готовность переговорить об этом, да. Хотя до этого ретроспективно, если посмотреть пару недель, когда были вот с определенной периодичностью как раз эти удары, да, по энергетике, он говорил, что это плохо, там, люди погибают. Но не было там прекратить это делать, как, кстати, было летом пару раз по поводу крупных налетов, скажем так. Сейчас этого не было. А тут взял, он переговорил, как бы, и даже с ним согласились. Конечно же, история прямым образом связана с вероятным этим раундом 1-2 числа в Абу-Даби. Наверное, так и будет, скорее всего. Все эти придумки Зеленского про то, что там война в Иране может помешать, но что-то мне кажется, что это такая себе история. Субъективная очень, мягко так выразимся, да. И к чему приведет? Я бы хотел сказать, что это приведет, как один мой хороший товарищ говорит, ясности понимания, чистоте понимания. Вот, о том, что конструктивизм и готовность говорить на переговорах прямым образом коррелируют с конкретными вещами, которые сказываются на каждом из обывателей. То есть вот конкретно перемирие. С другой стороны, это некая уступка, да. Она ведь на самом деле не имеет военной большой цены, потому что по большому-то счету даже вот те атаки январские ВКС российских, да, они ведь тоже имели определенную периодичность. И на сегодняшний день, например, вот смотрите, то, что мне рассказывают, там, инсайдерская информация, та же ТЭЦ-6, та самая Деснянский район, Троещина, Киев, да, где сейчас наибольшие проблемы, если говорить про Киев, не про генерацию, а, например, про тепло тоже, она не подлежит восстановлению. То есть, если там кто-то и расскажет, что вот сейчас вот мы отремонтируем, это будет просто что-то заново построенное просто. То есть, нет и нужды сейчас наносить дополнительные удары, оно и так вот сыплется, и морозы идут. И с военной точки зрения цель достигнута. Вот в локальный промежуток времени. А сигнал политический, он серьезный. Это важно, во-первых, для того же Трампа, да, для его администрации показать, что Трамп попросил, а вот ему ответили. Не кто-нибудь, а Путин ответил и согласился. Сигнал важный для России, показать действительно, что
смотрите, вы будете на переговорах конструктивны, и значит не будет вот этого. Вот ты, обыватель украинский, посмотри прямую взаимосвязь. Но сигнал, на самом деле, важный как для Украины, но вообще не в ту степь его пытаются сейчас продвигать. Его пытаются как якусь перемогу сейчас продавать по полной программе, да. А надо было бы о другом говорить, что мы пересмотрели свой подход и, соответственно, вот улучшаем ситуацию, которая дошла до абсолютно критических положений, да. Вот сигнал не тот, совершенно точно. Говорит о том, что в головах у этих ребят очень простая история. Отмахаться, отбиться, сделать хоть что-то, чтобы Трамп не дожимал, чтобы Трамп не продолжал наступать на педаль, над которой нога Кэша Пателя в ФБР, и, соответственно, НАБУ и все остальное. Вот как-то вот пропетлять, что называется. Вот у них вот режим, что называется, выживания в данном момент. Хотя, мне кажется, в наибольшей степени это касается конкретно Зеленского. А вот его окружение, мне кажется, там самые разные соображения могут бродить сейчас в голове, но как бы это такая круговая порука заложников ситуации во многом. Поэтому сигналы важны, с политической точки зрения история очень важная. А вот к чему она приведет? Увы, я бы не сильно обнадеживался. Я думаю, что если не будет прям прорыва на вот этом новом раунде, хотя, давайте так, осторожный оптимизм на этот счет есть. Может быть, не прорыв, но прогресс так точно может быть. Вот не будет, если чего-то экстраординарного, оно просто закончится. Оно просто закончится, и будут новые прилеты, и будут новые удары. Пока вся эта махина, что называется, кризиса, вся совокупность его составляющей не сдвинется с места всерьез. А маркерные вещи, они достаточно понятны по февралю. Это если начнут происходить какие-то события или обстоятельства, которые будут указывать на неиллюзорную подготовку, например, к выборам. Тут если мы это увидим, там, по решениям ЦИКа, если мы увидим это по телодвижениям в Верховной Раде, если в комитете Верховной Рады начнут обсуждать хоть проект какой-то законопроекта, или начнутся какие-то дискуссии и заявления хотя бы сначала депутатского корпуса, я уже не говорю про президиум парламента, вот тогда можно говорить, что, наверное, это попытка начать движение по той самой дорожной карте, что ли, да, которая когда-то озвучивалась еще в прошлом году в рамках стамбульских переговоров, потом оказалось, перекочевала в анкорежские какие-то договоренности, потом перекочевала в план Трампа из 27 пунктов, потом вот эти женевские секвестры, 20 пунктов появления дополнительных документов. Везде эта история про выборы, появление легитимных подписантов, которые будут признаны, да, международным сообществом, она везде это оставалась. И она Почему это так важно, Михаил? Проходила. Почему это так важно? Смотрите, тут же тоже мнение разделилось. Одни говорят, что, слушайте, Зеленский и Зеленский. Более того, смотрите, его зовут в Москву в 3-й раз. То есть он же нелегитимный, он же, скажем, просроченный, он же такой... Но все говорят, окей, приезжай в Москву, хочешь встречу, приезжай в Москву. Это уже другая, это к вам, как политтехнологу вопрос вот такой. Это же можно разыграть эту историю было вот на раз. Как угодно. Вот конечно. На раз. То есть можно было и попробовать поехать, да. Можно было Трампа с собой взять, понимаете? Трампа. Да кого угодно. И Трамп бы согласился. Вы что, такой пиар? Я не просто лечу в Москву, потому что я агент Краснов, и там русские вмешивались в мои выборы и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, да. То есть я не поэтому. Я спасаю народ, Украину, страну, то есть останавливаю войну, смерти, вообще Нобелевскую премию. То есть и у него куча мотиваций для того, чтобы поехать. И Зеленский приобретает не просто легитимность, он прям бог легитимности после этой встречи. И есть о чем поговорить. И даже если условно ни о чем не договориться, гипотетически, он же как говорит Зеленский нам, что вопрос территорий и Запорожской атомной, это, кстати, тоже интересно, территорий и Запорожской атомной я буду говорить и решать с Путиным. Да. Это прям очень важная тема. Хочу, чтобы вы сфокусировались на этом. Так, пожалуйста, бери Трампу под мышку или сам в стиле вот этой бригады. Помните, я пришел один на вашу поляну, я понимаю, что со мной будет. Давай, типа, раз на раз, 1 на 1, муха. Саша Белый, когда вот это вот, да? Несостоявшийся вулканолог приехал к браткам. То есть он же может это обыграть как угодно. Но мы видим абсолютно
я не употребляю таких слов, но абсолютно козью историю, а приезжай ты в Киев. Боишься? Да елки-палки. Ну, это вообще не тот ответ политтехнологический, который должен быть на эту распасовку. Поэтому вот я зацепился за эту легитимность. Москва-то его считает легитимным, раз Москву приглашает. Давайте так. Были даже ответы на этот вопрос у Путина, да? В логике какой? Почему Москва требует появления, как они это называют, легитимного подписанта, да, как в Кремле это называют? Потому что вопросы с легитимностью Зеленского, тем не менее, существуют. На них ответ может дать только Конституционный суд, а он заблокирован, его деятельность. Больше того, в силу того, что Рада, которая имеет по закону возможность продлевать свои полномочия в условиях военного положения, эти самые продления реализовываются с подачи человека с сомнительной легитимностью, даже к Раде могут быть при желании, да, казуистическом подходе вопросы. И президиум, соответственно, и подписантов, да, спикера, например. Соответственно, что было, звучало, например, от Путина? О том, что он говорил, в дороге, во время переговорного процесса нет проблем общаться с Зеленским. Он является, если не закапываться в юридический вопрос, но номинальным человеком, который действительно является управляющим ситуацией в стране человеком. То есть это действительно то лицо, которое принимает решения в данный момент здесь и сейчас. Это и называется положение дел на земле и реальная политика. Она так и называется. Но когда нужно, чтобы никакая другая последующая власть или какие-то фигуранты международных соглашений, которые будут производными от документов, которые могут быть заключены уже, либо в прямым образом между Москвой и Киевом, либо вот так, как упомянул Сибига, а такой формат действительно в определенном смысле обсуждается, достаточно давно об этом говорят, как бы в инсайдерском формате. Не должно быть никаких вопросов к этим документам, не должно быть никаких сомнений и не должно быть предпосылок. Давайте уточним. Речь идет о том, что Украина подписывает с Америкой, Америка подписывает с Россией. Вы сейчас об этом? В том числе и об этом. То есть Сибига упомянул, что может быть комплекс договоров, и мне эту историю рассказали еще летом. Вот по аналогии, кстати, когда-то была в Косово та же история, когда две стороны конфликта заключили с Соединенными Штатами, они выступили гарантом. Я точно знаю, что такой формат в том числе прорабатывается. Хотя касательно военной компоненты, вероятно, это будет прямой договор. Так вот, вся эта совокупность договоров не должна вызывать минимальных даже сомнений. Потому что, например, придет новая некая власть, или придет через несколько каденций, например, придет новая власть на Украине и скажет, что это все было нелегитимно. Еще и сварганит на коленке какое-то решение Конституционного суда по этому поводу. Вот нет. Поэтому вопросов не... Что, это в первый раз на Украине, что ли? Ну, мы же наблюдали это в ретроспективе, это посмотреть за 30 с лишним лет. Да, мама дорогая, сколько такого было. Соответственно, вопросов не должно быть. А вот переговорный процесс, нет никакой проблемы общаться с человеком, который реально обладает властью в стране. Понимаете? Нет никакой проблемы, и это называется реальная политика. Поэтому я здесь противоречия ниже. Что до приглашения Зеленского в Москву и его поведения? Проблема в том заключается, что Зеленский и его ближайший круг находятся в искаженной реальности, искаженных представлениях о происходящем. Больше того, они допускают вероятность выборов в 2026 году, и все равно уже, скажем так, все, что они транслируют и излагают, находится в преломлении этой гипотетической будущей избирательной кампании, в которой Зеленский намерен участвовать. И, соответственно, некоторые вещи он считает для себя репутационно проблемными. Да? И если бы его волновал вопрос мира и заключения мирных соглашений, он бы действовал так, как вы говорите. И больше того, и продать бы мог это хорошо. Но в его парадигме он считает, что люди, которые хотят завершения войны, это не основа его электората. Это не те люди, которые принесут ему голоса. Вот он, так это же, уверен, подождите, так это же меньшинство. На сегодняшний день... Электоральной логики нет. Задача у них очень простая. Как они смотрят на выборы? Я просто точно понимаю, о чем идет сейчас речь. Они смотрят на выборы как на двухэтапный процесс. Они, естественно, не рассчитывают, что он сможет выиграть в первом туре, значит, нужно выиграть первый тур. Первый тур он может выиграть, как они считают, как раз на вот этом меньшинстве, о котором мы говорим, да? Промилитарном, радикальном, ориентированном на вечную, что называется, войну с Россией. Второй тур, а у них есть план. У них есть план на второй тур, и не случайно сейчас идет большая совокупность и переговорных мероприятий внутри, да,
по созданию такого себе Тягнебока 2.0, если брать опыт Януковича. То есть выведение, давайте говорить прямо, Белецкого во второй тур. И выбор в пользу Зеленского, потому что другой еще страшнее для обывателя. У них поэтому задача сугубо первый тур, и в парадигме первого тура вот он их как раз этот стояк и пытается демонстрировать. А приезжай ты, а вот нет, а мы никогда не уступим. Слушайте, а даже его заявление, что мы никогда не отдадим без боя территорию Донбасса или Запорожского АЭС, да? Ну, вообще, в принципе, тут вы, кстати, верно подметили, это сочетание довольно странное. АЭС, который вообще на территории, которую не контролирует Киев, находится уже, по большому-то счету, да. Ну, и тут прям по Вакарчуку, я не сдамся без бою практически, знаете. Ну, давайте, тоже инсайдерская такая информация. На самом-то деле они не в рамках Абу-Даби, а параллельным процессом предложили администрации Трампа, что вот мы готовы уйти с территории Донбасса, но это будет территория, которую будет управлять Совет мира. И вы, Дональд Фредович, будете уже сами решать, чего да как с этой территорией делать. То есть, когда он говорит, мы не отдадим территорию, они готовы ее отдавать. Просто кому надо отдавать, что называется. То есть пытаются они сейчас таким образом купить администрацию Трампа в том числе. Реакции пока нет, обратной связи по этому вопросу пока нет. И то, что происходит, продолжение мы наблюдаем в Абу-Даби, причем без участия Уиткофа и Кушнера, хотя, вероятно, министр армии США Дрискл будет присутствовать там как наблюдатель. Это говорит как раз о том, что политическая и экономическая часть, да, компоненты в целом согласованы. Там Как нечего это работает? сказать. Смотрите, вот это очень интересный момент. Давайте разложим подробнее. Да. То есть, ну, там, это вы правы, там написали Арахами, типа, предложил давайте энергетическое перемирие. На самом деле об этом энергетическом перемирии писали еще задолго до самой первой встречи, и все прекрасно Да, понимают. Ну, как да. бы, это просто, это идет какая-то очень такая игра. Сейчас о персоналиях отдельно я спрошу по поводу Буданова, офиса и как бы рычагах, да, Да. которым будут достигать вот этого результата, ну, условно, там, второй тур Зеленский-Белецкий, ну, условно, опять, мы не знаем, мы не вангуем, мы не, ну, Но модель мы такая. можем анализировать ситуацию и предполагать, да. То есть модель такая, первый тур проскакивает, и во втором туре выходит тот, кто нужно Зеленскому, понятно? Да. Смотрите, тут очень важный момент. Как это взять Донбасс? Давайте откровенно говорить. Краматорск, Славянск. Ну, да. Краматорск и Славянск. Доброполье там уже побито. Да. Ну, в общем, Краматорск, Славянск отдать Трампу. И сказать, мы отдали не Путину, а отдали Трампу. Это энергетическое перемирие очень так явственно нам показывает механику. Да. Зеленский выходит и говорит, а мы не в курсе были до сегодняшнего дня вообще об этом перемирии, поэтому кто главный, кто ответственный, я за это не отвечаю, за это перемирие отвечает Трамп. Да. Это четко посыл Зеленского. Смотрите, да. Поэтому логика в этом есть. А давайте механику разложим. То есть мы отдаем территорию Славянска и Краматорска под мандат Совета мира. Но ситуацию на земле некому контролировать. То есть Зеленский вышел вчера, говорит, мы там, где стоим, там и стоим, это наша земля, никуда не отходим. Да. Видимо, идут торги по этому вопросу. Ну, предположим, это работает. Как? То есть, кто там будет волю Совета мира на этой территории реализовывать? Получается, Россия? Украина же не в Совете мира. Зеленскому подошли, спросили, а что ты? Смотри, там даже уже там в попыхах перепутали Бельгию с Белоруссией. Ну, он говорит, мы не можем. Это несложное дело, да. У нас война. Как этот механизм? Что скажете по поводу этой механики? Слушайте, а я убежден, что глубоко так никто там и не копает. Они посмотрели, помните документы соглашения по Газе, там предполагалось наличие международных контингентов, фактически миротворческих. Ну и все. По большому счету. И создание какой-то администрации. Там по Газе соглашение распространения фактически управленческих функций на палестинскую автономию, ту самую администрацию, да. Ну да, и Нетаньяху против турок в этой истории, да.
Я вообще считаю, что, конечно, это миротворожная история, но они-то, слушайте, они мечутся. Они предлагают самые разные истории. А почему, опять же, они думают? Вот в какой они парадигме думают? Они думают, что, можно потрофить эгоизму, да, и нарциссизму Трампа. Первая. Вторая история. Опять же, вот то, что было в этом соглашении, которое фактически не реализуется по газе, это экономическая компонента. Что мы ведь помним, да, что там гипотетически должны были появиться вплоть до того, что юридические лица и компании с самим Трампом аффилированы. Это ровно то, чем они пытаются его сейчас купить точно так же по территории, ну давайте так, Славянско-Краматорской агломерации. Хотя, конечно, это вопрос немножко чуть более широкий. Но в Абу-Даби-то обсуждается не только Донбасс. Больше того, есть заявленная позиция России, что да может и не заходить после этого российская армия, но администрация зайдет, полиция зайдет, Росгвардия зайдет, да, ФСБ зайдет, соответственно. А обсуждается в Абу-Даби не только Донбасс, обсуждаются вопросы и Сумской, и Харьковской области, Днепропетровской области, Запорожской, Херсонской области, линии разграничения, гипотетической прорабатываем демилитаризованной зоны, механизмов мониторинга, возможно, гипотетическое появление каких-то миротворческих наблюдательных компонентов, да, не разграничивающих, а именно наблюдательных, из третьих стран, да, нейтральных, условно. Сауды, например, те же, да, там появятся, или там из Индонезии. Ну, это вот сейчас в порядке бреда, что называется. То есть вот это прорабатывается. Помните, как Трамп обмолвился, что там сейчас вот улицы, реки, локации, то есть это то, что ему докладывают, до него долетело. На самом деле обсуждение дошло до очень мелких деталей. И это мало согласуется с тем, что Зеленский в паническом формате пытается сейчас вкинуть в виде морковки Трампа, потому что там и так через Уиткофа и Кушнера реализуются интересы Трампа. Даже в формате, когда украинская армия отходит, и заходит туда российская администрация. Российская сторона действительно обсуждает формат некого там беспошлинного, условно говоря, пространства и специальной экономической зоны. Больше того, кстати, был довольно пикантный вброс от Саши Дубинского, да, о том, что там якобы будет по аналогии с другими офшорными зонами, компании из Делавэр, офшорной американской, да, появится. А это часть гипотетической ресурсной сделки. История про то, что вот тот самый фонд, который, кстати, уже в Нью-Йорке зарегистрирован, может менять в себя участие, в том числе и российской стороны, с российскими деньгами. И давайте не обманываться названием «Фонд восстановления». Это фонд, по сути дела, экономического раздела. Будем говорить прямо. Так вот, в этой логике аж запросто может появиться эта специальная экономическая зона, и никакие морковки от Зеленского в виде Совета мира в данном случае просто не нужны. Ведь конкретно Уитков уже сказал еще во время Давоса, после встречи, кстати, с Ларри Финком, BlackRock, да, там и Дмитрием предстоит, беспошлинная зона, куда потекут деньги и инвестиции, конечно. А вы как собираетесь поставлять российские углеводороды в Европу, ну, через американские компании? А вот оно, пожалуйста. И вся нефтегазотранспортная система украинская, которая уже, по сути дела, по секретным протоколам ресурсной сделки отписана американцам в управлении. И сети, и атомные электростанции, все это, по большому счету, будет в их сфере влияния. Вот вам и инструмент. Нефтепроводы, газопроводы, аммиакопровод, продуктопровод Прикарпатье Западтранс, где течет дизель и мазут из Мозыря и из России. Да? Это Порошенко сейчас гоняет там как черта лысого, да, с этой темой, и судить его пытаются как раз по Прикарпатье Западтранс. По-моему, ровно идет суд по ним сейчас, да. Соответственно, вот это все оно там часть. И не нужно никакой Совет мира. Там и так у них, что называется, уже все чики-пики и в елочке, как говорят на Донбассе, понимаете? Поэтому это все истерика. Это все истерика. Его заявления, они истеричные, безусловно. А все потому, что он понимает, что не идти по этому пути он не может. Ну, ему же перед Давосом какие хорошие приветы прилетели. И подозрения Ростику Шурме, и подозрения ДНК, и выемки, и обыски у исполняющего обязанности. И история с Ваней Бакановым, другом детства, да, которая неожиданно нарисовалась, она бы уже и подключилась, что называется. Хорошие приветы. После этого можно как бы кивать гривой и идти по этой дорожке. Но идти очень не хочется. Вот и такая вот дерганина получается. Почему не идти? Кто его держит? Потому что его не очень-то хотят видеть на этом посту. А это его Кто? очень беспокоит. Американцы? Да, потому что для Трампа он был и остается не своим сукиным сыном. Больше того, еще когда избран был Трамп, и там вот много-много чего текло разных таких сообщений о неформальном общении, да, в конце еще 2024 года.
Трамп вполне всерьез Зеленского и Ермака считал и считает виноватым, в том числе в своем поражении 2020 года, когда они едва его под импичмент не подвели и реально наломали прям части концепции избирательной кампании. Такое не прощают такие люди, понимаете? У него это просто травма, практически в политическом смысле родовая, это не избрание в 2020 году со всеми последующими проблемами, а там серьезные у него были проблемы. И он считает этих ребят в том числе виноватых в этом. И сейчас сколько они ему крови уже за год попили, господи. Ну, собственно-то. Поэтому нет, его видеть они там не хотят. Они с ним в дискуссии, потому что есть очень много ограничивающих обстоятельств. В первую очередь выборы в Конгресс и вообще все эти глобалисты, которые стоят за Зеленского. Антитрамповская коалиция, назовем ее так. Это ограничивающие факторы. Так бы они уже, что называется, одним щелчком бы снесли бы. У них, по сути дела, все проработано по части переформатирования парламента. Там в широкую коалицию, по большому счету, нагнаны уже все, да, люди. Да, это не вся фракция «Слуга народа», но там Арахамия и Буданов, они в теме и в доле, как говорят в Одессе. Там и Давира, там и часть Майбаха, то есть за Майбутнее, там, понятное дело, часть сейчас уже от Тимошенко Юлии, да, как бы ей тоже объяснили, что надо ровно сидеть на этой самой точке, не торговаться за вице-спикерский пост и за комитеты Рады, а еще и за министерские посты. Порошенко все объяснили, у них готово это, просто они пока не форсируют эту историю с переформатированием парламента. Подождите, получается, стойте. Получается, что да. все заряжено. Да. Нам вот так вот по щелчку пальцев сделают вот эту широкую коалицию. Да. Но тут момент один. Подождите. Я и зрители моего канала, они вот прям отслеживают. Да? Да. Многие говорили, что Зеленскому сейчас очень классно. Вот интересно с вами, как с политтехнологом, это обсудить, несостоявшееся. Потому что, знаете, как можно там лепить прогнозы, а вот немножко проанализировать. Ему было бы очень здорово уйти в новогоднюю ночь. Не вот так, тогда, когда он на стульчике сидел, и там вот это вот... Ну, это, извините, я понимаю, откуда это взято, например, это вот когда там, например, это семейная история, когда сын что-то нашкодил, его сажают вот это вот на стул, и он сидит, и вот это вот беседы проводит. А ему нужно было сказать: я устал, я ухожу, или под другим соусом. И вот на эту заряженную, как вы утверждаете, уже как бы все сварганили и готово, в эту ширку отдать полномочия. Но тогда же, понимаете, в чем дело? И все считают, что это типа хороший вариант. Есть, этого не случилось, интересно почему. И есть один момент важный. Это вообще не вариант. Это вообще нет ответственного человека. Это никто не будет ни за что отвечать. Вы видите, как сейчас играет фронт в информационной сводке? Никак. Я имею в виду украинскую сторону. Никак. Сегодня населенный пункт в Запорожской области, населенный пункт в Донецкой области, плюс Рёбке выходит Радужка, говорит, Терноватое взяли. А это хаб, это прям передний край, это прям вот Покровская, Терноватая. Это 15 километров до основной артерии снабжения Ореховского, скажем так, укрепрайона. То есть вы это уже та самая изоляция фронта, на самом деле. Да, то есть понимаете, в чем дело? Тут это прям... А Украина что? Да ничего. То есть все обсуждают... Это их не беспокоит. Их это не беспокоит, их личное будущее. Они торгуются о личном будущем. Слушайте, по моей информации, даже после Анкориджа были подтверждения из Киева, что они готовы отводить войска и все делать. Вы им лично предоставьте гарантии о их будущем. И тогда все будет в ажуре, но не получается. Больше того, почему не происходит эта история? Пока не происходит эта история в парламенте. Я бы не исключал, что это произойдет. Там мы тем более видим, что прям совсем все зависло у слуг, да, у этого монобольшинства. И в Ширке все равно-то предполагается смена президиума парламента. Естественно, Стефанчук на выход. Естественно, Арахамия с высочайшей вероятностью на вход. Но мне еще летом опять же рассказывали, что американцы на требования Москвы о проведении выборов возражали. Говорили, что это чревато избыточными рисками дестабилизации. Американцы не хотят потерять управление ситуацией, контроль.
Больше того, и в этом как раз вот то, о чем вы говорите, что вот когда это вот такой холойми, что называется, на много-много фракций и групп и интересов, это, конечно, гораздо более сложно управляемая ситуация с возможностями внутренних противоречий и вообще блокировки работы как таковой. Вот. И история, кстати, про Новый год, она обсуждалась, но я говорил и говорю, Зеленский очень хорошо понимает, что его уход с поста превращает его в мишень. Причем не в кавычках, а всерьез. Но он таким людям, настолько опасным и серьезным, столько раз перешел дорогу и жизнь поломал. Да? Я не говорю даже про сидящих сейчас в тюрьме персонажей, мы все прекрасно понимаем. Больше того, для тех, кто в Европе за ним стоит, такой пенсионер информированный тоже не шибко интересен. Он это все прекрасно понимает. Больше того, он задумывается об этих вещах. Вот мне доводилось материалы публиковать у себя, да, там, в Ютубе, да, в Телеграме. Да, По моей информации. кстати, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, ссылки будут в описании к этому ролику. Продолжайте, Да. пожалуйста. Мне еще в декабре рассказали историю, как бы, и подтвердилось на начале января, что, вот помните, мелькала такая история, что у Зеленского есть квартира в Лондоне на Бейкер-стрит. Да. Из материалов офшорных разоблачений, она на самом деле на Шефира старшего оформлена. Есть у него недвижимость. Таунхаус на Честер-сквер, это Белгравия, самый дорогой район, да, есть. И вот там, говорят, в конце 25 года начался ремонт и начали мебель завозить. Вот такая вот история пикантная, да, что называется. То есть в голове-то он держит, да, что называется, все эти варианты, но очень не хочется и очень боится покинуть этот свой пост и готов зубами как угодно цепляться. Поэтому хорошо бы, действительно, можно было бы идти по этому пути, можно было бы активировать все эти сценарии. Из-под него сейчас повыбивали всех его людей, по большому счету. У него очень поверхностный контроль за силовиками сейчас, на сегодняшний день. Да. В его офисе, главой офиса сидит его прямой политический конкурент, будем говорить так честно и откровенно, совершенно точно. Малюк в отставке и в небытие, похоже, и фактически руководит Поклад службой, да, а это человек полностью Соединенные Штаты ориентирован. То есть его окружили людьми, которые теперь не его. Там все это было вокруг Ермака и через Ермака построено. Да? И поэтому он в достаточной степени хромая утка, но все равно влияет на ситуацию. И вот американцы считают резкие движения избыточными рисками. Даже переформатирование парламента, хотя у них все заряжено действительно. И выборы они тоже, американцы, не хотели бы проводить, потому что считают их избыточными, скажем так, в плане рисков о дестабилизации. Но Москва давит, Москва требует. И поэтому кое-какое на движение идет. Вот я повторюсь, февраль в этом смысле маркиный. Леша Гончаренко рассказал, что отведен срок до 15 мая. Ерунда полная. До 15 мая в планах оговоренных должны выборы уже состояться. А не сам вопрос урегулирования. Сам-то вопрос, если выборы состоятся, летом выход на подписание документов и красивый въезд на белом коне в выборы в Конгресс, которые в ноябре состоятся, в числе прочего. Но если этот механизм не будет запущен так, чтобы в мае появился подписант, да, и изменилось, новое лицо, легитимное, без всяких вопросов, Штаты могут из этого кейса вообще выйти переговорного как такового и вопросов поддержки, и это может произойти уже в марте, например. То есть, на самом деле, февраль – это отсечная черта. То есть, мы увидим по февралю, что происходит. Если не происходит, будет прям сильно все меняться. И, вероятно, Киеву и вот верхушке, да, киевской власти придется вернуться к переговорному треку, но совсем в других условиях и гораздо позже, там, во второй половине 2026 года. Михаил, Да. вы говорите, упомянули Дубинского, Да. Сидельцев. Откуда история, что это тоже заряженные оппозиционеры, которые должны будут красиво выйти и собрать какую-то часть электората на себя и, в общем, подсадные утки Банковой? Нет, я уверен, что нет. Ничего не говорит в пользу того, что это так. То, что Дубинский ориентирован на определенные центры силы, вне всякого сомнения, да, на силовиков, будем говорить прямо. Но если бы это была запрограммированная история, давайте так, как политтехнолог скажу, они бы уже должны были этот кейс запустить. И вот эта история с залогом должна была обернуться с его выходом. На сегодняшний день это не произошло. Больше того, там в апелляции отменили решение, да, по залогу.
Вот. Нестор Иванович вышел, да, Шуфрич, а Дубинский сидит. Вот. Ну, просто Шуфрич отдал все, что было, вот и вышел. Да. Но здесь нет, ребят, я в эту историю, что это связано с Банковой, не верю. Нету сейчас хороших методов на Костю Сапрыкина, нету у Зеленского истории понятной. Хотя, вот помните, это такой себе смотр персонажей, который он встречи провел по январю, да? Но все эти персонажи прямым образом или косвенным образом связаны с Великобританией на сегодняшний день и с Лондоном. И Залужный, понятное дело, и подтянутый Притула, которого, ну, давайте так, его свояк, да, хомутынник, его партнер Фукс давным-давно продавали в Лондоне. Ездили туда и не один раз, как бы, и договорились, что называется. Стерняк они сейчас тоже под этот контекст подтягивают. Вот, да, там с Кулебой и Кубраковым это немножко про другое все. Это чисто имиджевые ходы, попытка имиджевой репутационной работы. А вот этих персонажей не случайно он выводит на передний план, потому что вот это его сейчас гвардия будет, да. И Залужный, безусловно, это план «Б» для Лондона, и да и для Зеленского, если не получится самому. Но это больше под парламентские выборы. А вот когда они состоятся, вообще мало понятно. Поэтому, да, у него все сложно на сегодняшний день. Просто когда мы говорим, что вопрос остался, ну, мы говорим, американцы говорят, что вопрос только территорий, это не только территории вопрос. Нет. Выгоняют монахини с храма в Черниговской области. Просто из монастыря. Пошли вон. Опечатывают. А те говорят, у нас прописка здесь. Ну, вы же не можете. Можем. Мороз и солнце, день чудесный. Да. Мобилизуют священников. Интересно, что мало... Это на самом деле очень такая деталь, да, но она показывает определенный ключик к тому, что может быть дальше. И когда вот вы так говорите об американцах, многие наверняка там напишут в комментариях, говорят, о чем? О чем вообще речь? Американцы там какие-то там, им или плевать, или они ничего не понимают, или там нет никаких вот этих управлений, никакого элемента. Всем рулит Британия, например, да, вот таким образом. Американцы как вот это вот свадебные генералы, они там нет у них глубинной какой-то, тем более сегодняшняя администрация, политики и так далее. Ключик. Анна Паулина Луна вызывает на ковер Стефанишину. То есть мы не могли... Это, я понимаю, это очень маленький в масштабах тех событий, которые сейчас происходят. Вот этой поломки технологической, где с западной Украины в центральную Шмыгаль вышел, отчитался, говорит... технологический процесс, в общем, ничего там, потерпите несколько часов, сейчас будем как-то скручивать. А между Румынией и Молдовой вот с той стороны и с той стороны, в общем, валится, все сыпется. В момент войны, в момент тем вот этих... Это очень маленькая деталь, но это важная деталь. Мы не могли подумать, что даже политик уровня Анны Паулины Луны может вызывать посла к себе. По какому вопросу? Говорит, вот у меня конкретно на Западной Украине захват храма, конкретные данные, конкретная история. Значит, ты приходи сюда, если что, я буду идти в Ватикан к Папе Римскому. То есть, ну, Стефанишина непонятно, что ответила на этот счет. Поэтому тут, понимаете, тут тоже очень такая интересная модель у американцев. Не Донбассом единым, не землей единой. Нет, вообще это, скажем так, это больше вопрос для того, чтобы и объяснить, например, внутрироссийскому обывателю, что происходит. По остальным компонентам, по церкви, давайте так. У них был, и летом он начал разворачиваться в августе и потом в сентябре план вполне конкретный с выходом в конце октября на запрет Украинской Православной Церкви, да, ту, которую традиционно называют Московского Патриархата. С выдворением блаженнейшего митрополита Ануфрия, по-моему, в октябре как раз у него срок пребывания там заканчивался, так как он теперь человек без гражданства, получается, по факту, да. Вот, должны были его выдворить. Ну и проведение синода такого поспешного, а потом через короткий период запрет и объединение с ПЦУ. Все это было полностью поставлено на паузу.
потому что в процесс конкретно вмешался Джей Ди Венс. Он на самом деле сейчас куратор внутриполитических вопросов на Украине. Больше того, они вызвали Вселенского патриарха, он был в Соединенных Штатах. Выволочку, по большому счету, большую получил. Просто там очень была активная роль на тот момент Варфоломея во всех этих событиях. Ему сказали успокоиться. Ну и смотрите, все телодвижения тоже и в законодательной плоскости, да и не только. По большому счету и в судебной, да, вертикали были остановлены. Эксцессы происходят, то, о чем вы говорите, мобилизуют батюшек. Ну то есть все это было и есть. Но тот план, который у них был, конечно же, остановлен. Больше того, Украина не публично подтвердила все гарантии, которые потребовал от них план Трампа, так называемый, да, вот, комплекс тезисов и пожеланий, которые, как вот говорил, кстати, Путин, что надо перевести в дипломатический язык набор документов. Украина подтвердила готовность отмотать все по линии ОПЦ, да, подтвердила серьезные изменения ввести в законодательство по части языка, не готова вносить изменения в Конституции по геополитическому выбору, да, то есть евроцентризму и НАТО, но это никто сейчас и не требует на самом деле. Пока не требует. Ситуация будет ухудшаться, вот как это и звучало. Если ситуация будет ухудшаться, требования будут возрастать. А что такое ситуация ухудшаться? Ну, фронт. Фронт, очевидная ситуация, что фронт идет, ситуация на фронте идет, есть, ну, точно не коллапс, не будем выглядеть в этой ситуации поверхностными, да, но кризисные явления нарастают, комплектация, мобилизация не покрывает убыль по всем статьям, да, это самоволки, дезертирство, раненые, комиссованные, пропавшие без вести, погибшие не покрываются. Вторая история. Ситуация с ПВО ухудшается, они не случайно постоянно звучат заявления от украинской власти. Проблема еще и в том, что если не брать неприкосновенные запасы Пентагона, которые с лета перекрыты для Украины, ситуация и не будет решена. Ни по части комплексов самих, да, и там комплексы батареи Patriot и батареи NASAMS, да, то есть которые являются сейчас ключевыми компонентами, или F-16, которые являются ключевыми компонентами ПВО тоже, да, пусть в малом количестве, но, скажем так, очень активно применяем. При этом масштабирование, интенсивность и тактика ударов российских нарастают, да, то есть как бы и больше дронов применяется, больше ракет. Ракеты были и заявления в публичной плоскости, в том числе даже на украинской стороне, а уж тем более в прессе о том, что процент сбития снизился, потому что дорабатывают баллистику, особенно российская сторона. То есть проблема будет нарастать, и она не имеет решения. В какой-то момент небо будет просто открытым, дырявым. Вот. Батареи взять негде, ракеты взять негде, комплексы зенитного характера для борьбы с БПЛА ударными тоже в огромном дефиците. Все, что было там, начиная с шилок и там подобных вещей, еще советских, практически все вышло из строя или закончилось. Весь мир пропылесосили, привезли от всех людоедов в Африке все, что могли найти. Немецкая первая волна, если помните, гепарды, по-моему, они называются, вот эти зенитные комплексы. По большому счету тоже все вышли из строя, и стволов на них не хватает. Новые партии себя показывают плохо. Единственная компонента, которую пытаются выруливать, это дроны-перехватчики, а их выбивают вот этой самой разносом логистики, производственной базы и выносом энергетики. Да. Но и скандал с теми же немецкими дронами, но хоть это и не перехватчики, а с компанией Helsing, он более чем показательный в этом смысле. То есть на самом деле это проблемы, комплектация и ПВО, они нерешаемы уже, в принципе нерешаемы. И кризис оперативный, он неизбежен. Михаил, еще одну тему хотел с вами обсудить. В контексте этого кризиса вы там вспомнили незлым тихим словом Стерненко, в числе прочих, да, но вы вспомнили с политической точки зрения. Да. Но тут же как, там и Притула тоже как... Ой. Это, конечно, что-то. Дальше очень заплаканье, да. Значит, Стерненко же вот этот сакраментальный пост написал, у него назначили советником, и он выходит в Threads. Это не фейк, это правда. Он говорит, что посоветуете? Ну, посоветовать советнику, чтобы советник посоветовал Федорову. Ему там, конечно, натыкали полную панамку.
в общем, и приходит официальный аккаунт Министерства обороны Украины и говорит, мы думали вообще-то, что вы что-то будете советовать. Я упустил эту историю. Это просто, понимаете? То есть это прям... Причем так обидным таким тоном выходит, говорит, ну, в комментариях официальный аккаунт в этой же соцсети, мы думали, что-то будете советовать. У Федорова задача бусификацию прекратить. Очень важная тема, по которой я хотел бы, чтобы вы высказались. Почему? Потому что, с одной стороны, конечно, ну, это как вот против перемирия только могут какие-то, или каких-то, смотрите, не перемирия, движения. Перемирие как шаг к урегулированию. Мы вот так рассматриваем. Мы не в плане там передышки, вот это все. Ну, потому что цинизма много. И в комментариях, и люди воспринимают. Смотрите, перемирие как шаг, это вот постепенно, да, чтобы закончить войну. Мы в этом контексте. Это не для того, чтобы там кто-то что-то хлебнул, подышал и потом с новой силой. Не-не-не. Смотрите. Точно так же и здесь. Сказать, что бусификация – это хорошо, могут только отдельные прикрученные, припудренные, очень тяжело больные люди. Негодяи, да, это очевидная вещь. В отдельных эфирах. Они так говорили. Но меня поразило, что вот эти же люди, которые оправдывали бусификацию, вот эти методы и всю остальную историю, они как-то переобуваются. Федиенко, есть такой народный депутат, он же топил за мобилизацию. Всегда. За законы, за вот это все, учебные центры. И ему тыкали факты, а он, ну, короче, божья роса, понимаете. И он говорит, идиоты, те, кто вот это бусификацией занимаются. Более того, само слово бусификация было употреблено Зеленским. Хотя... Это вообще, конечно. Хотя вы в курсе, все должны понимать, просто многие забыли, никто это особо, ну, например, там моя аудитория, там ваша аудитория, они не придерживаются этих правил, но официально слово бусификация считается кремлевским нарративом. Нарративом, конечно, Нельзя употреблять это слово в официальных украинских медиа. Ну и все, соответственно, не употребляют это слово в официальных украинских СМИ. А Зеленскому можно. И он вышел, говорит, бусификацию надо остановить. С одной стороны, нельзя быть против этого. С другой стороны, мы понимаем, что это, я сейчас крамольную мысль скажу, государствообразующий процесс. И вот тут интересно, что будет делать власть по этой теме. Давайте так. Это еще один такой важный очень звоночек, да. Вот, кстати, вот если чуть-чуть вернуться назад по Стерненко, эту историю, которую вы описали, да это ярчайшее подтверждение, что его назначение Федорову тому самому навязано. Без Федорова министерство не пришло в этот комментарий. Ему просто сказали, вот возьмешь его, потому что надо подсветить персонажа и легализовать как-то в каком-то статусе. Проехали. Идем дальше. Слушайте, история про мобилизацию и бусификацию, во-первых, это один из кейсов таких политической, именно карьерной политбилдинга у Буданова того же. Он давно и много об этом говорит. Федоров заговорил. Ну и больше того, абсолютно симптоматичная история, то, что сказал это Зеленский. Давайте так, вот с точки зрения крамольности. Учитывая, что никаких внешних контингентов нет, учитывая, что поток контрактников из-за границы в интернациональный легион, он не пересох, но он там ничего не решает принципиально. Учитывая, что никаких добровольцев, естественно, нет, по вот этой всей истории с молодыми ребятами, которые предложили заключать контракты, что-то они там, человек 500 наскребли за год или что-то такое, да, это более чем показательная история, да. Им, чтобы держать фронт, конечно, других путей просто нет. Просто хватать, заниматься этим ловлей людей, другого нет. Но заявление и признание проблем бусификации от Зеленского – это билет в один конец. Ты дальше либо должен начать что-то с этим делать, либо это обернется очень быстро против тебя. И так-то, в общем-то, никто не сомневается, что верховный главнокомандующий, человек, который несет прямую политическую и юридическую ответственность за все то, что творится, да. Вот. Но если он это произносит, Александр, эта история говорит в пользу того,
что он тоже, повторюсь, отправляется на выборы, как и все другие. Как и Буданов, который постоянно говорит об этой теме. Потому что нельзя в этом случае сказать А, не сказать Б. Ну, я всегда привожу пример, в данном случае, японскую пословицу. У обнаженного меча есть только одно время — сейчас. Если ты сказал, что есть проблема бусификации, и ничего с этим не сделал, ты просто свою репутацию, которая и так на тонких ножках стоит, обнулишь. И очень быстро. И все, кто пожелает, этим воспользуются. А медийный пул, скажем так, антизеленский, он вполне себе не иллюзорный на Украине. И не забудут ему эти заявления. Бог бы с ним Федоровым, могут списать. А вот Зеленский, когда об этом говорит, ну, не получится потом сказать, что я не то имел в виду, и вы меня неправильно поняли. Нонсенс. Это говорит, опять же, ровно о том, что он в логике избирательной кампании. Потому что эта тема, она медианная, она определяющая сейчас, в том числе, как и вопрос войны и мира, определяющий репутацию власти и конкретно его. Выйти на этот пункт и растянуть его на 3-4 месяца какими-то эвентами, событиями, заявлениями, какими-то прилетами, этими ТЦКшниками, арестами там, и показательными порками можно. Но у этого есть предел. На какой-то момент наступит ситуация, когда все поймут, что в чем он там не вбрасывал, ничего не поменялось глобально. И тогда ему полностью конец. И ему может просто ставить окончательный крест на любых надеждах, да, на переизбрание. Хотя они и так абсолютно иллюзорные и призрачные. Но не об этом сейчас. Поэтому, повторюсь, это маркерная история, говорящая... Что делать? Того, что он... Ну вот давайте так, что делать? Он ничего не сделает. Вы понимаете, я когда говорю о государствообразующем предприятии ТЦК, я же, как бы, понятно, тут доля иронии, но на самом деле это так и есть. Сейчас очень интересные процессы происходят в стране. Значит, мужички разного возраста, в основном постарше, крутят, унижают, лупят, продавливают, ломают, отправляют. Они принимают, ну, большинство принимает эту участь и говорят, ну что ж. И, в общем, идут и кто где, кто как, идут на войну. И идут в СЗЧ, да. Не-не, смотрите, СЗЧ это вообще отдельная история. Да? Это и количество. Я имею в виду вот классическая модель. И каким-то там мясом затыкается очередная дырка. Да? Графика, статистика. Параллельно же с этим идет очень колоссальная черная бухгалтерия. Заявляются цифры о миллиардах долларов, которые на этом рынке ходят. Несомненно, да. Какая-то бабушка, которая просто в Дзержинске, Каменское, да, вот просто ВЛК заведует, у нее там нашли пачками эти деньги, понимаете? А она бабушка. То есть, и все тогда еще шутили, смотрите, Юля бабушка, 4 тысячи долларов, 40 тысяч долларов ее там гоняют. И это 300 с чем-то, и евро там, и куча всего. Две разных бабушки. Вот это вот лицо Украины, понимаете? Да. Но это же система, которая... Она же призвана для чему-то служить. Мне мои подписчики пишут. Я не хочу выдумывать там каких-то источников. Подписчики пишут. Наблюдают за очень интересной картиной. В тылах армии образовываются из Нацгвардии. То есть молодые, высокие, красивые, здоровенные, подкачанные, получают хорошую зарплату, ничем не занимаются, только тренируются. Ну, воевать, стрелять. Ну, короче, тренируются. И как бы складывается у народа впечатление, люди пишут, что а не против ли это тех мужиков бусифицированных, которые в час Ч там с передовой развернутся и пойдут к себе домой и говорить, что ж вы делаете, твари? Ну, образно, с моими семьями, пока я там. И речь не о Белецких, речь не о каких-то там прикормленных или там националистов, нациков вот этих, да, которые с идеологией, а речь о обычных мужиках, которых сейчас становится на фронте в составе ВСУ критическая масса. И их уже готовятся встречать. Слушайте, я тут напомню очень интересный момент такой. С месяц назад, мне кажется, ну, плюс-минус, не принципиально, был форум, посвященный ветеранам, да, как бы, на котором выступил Залужный, помните, по видеосвязи, и начал рассказывать, что высокий риск гражданских конфликтов и использования ветеранов потом на фоне неустроенности, послевоенной жизни, неустроенности, вот,
И что некие враги, там, что называется, будут ими манипулировать и направить не по тому пути. Слушайте, это такая история, как самосбывающиеся предсказания. В политологической науке есть такое. Для всех очевидны эти риски. Очевидны, на самом деле. Они ведь, кстати, вот смотрите, они ведь не случайно сейчас пытаются хоть тушкой, хоть чучелом, хоть как угодно, но сохранить максимальный объем ВСУ по итоговым документам. Только потому, что они смогут этих мужиков не домой распустить, куда им идти некуда, ни зарплаты, все разрушено, ни работы, ничего. И это, ну, тогда опыт, кстати, о котором тоже упоминал Залужный, афганцев в 90-е станет просто цветочками по сравнению с ягодками. Они хотят их сохранить на службе за западные деньги содержать, чтобы избежать этого кризиса. Но то, о чем вы говорите, да, конечно же, это есть. А еще я напомню про то, что на 10 тысяч был штатный состав департамента А в СБУ увеличен. Да? Прошла новость и прошла. Идея была реализована. Против кого это? Да вот против этой истории. Против всего этого, против этих всех рисков. Это безусловно. Мне кажется, что если и пойдет вся эта конструкция в разнос, то эффект домино захватит и тех, кто может пойти, и тех, кого ставят против тех, кто может пойти. Это вот может просто дестабилизироваться все. Вот просто рухнет это все под собственным весом. Вот. Это, кстати, ровно то, чего боятся американцы, понимая, что в пылу политической борьбы, жара, да, например, выборов или там, или там переформатирования парламента, этот эффект домино может запуститься. Ну, помните, кстати, как февральская революция? Началось ведь с мордобоя в Волынском полку запасном, который, а переросло все реально в свержение монархии. Это вот та самая история, когда запускается эффект домино, который давно готов и вызрел. И это есть понимание, что такая история. Вы в этом смысле правы, конечно же. Действительно, на фронте все это давно уже в спящем состоянии, но перегретое под тонким-тонким слоем льда, скажем так, остужающего. И риски такие есть. И повторюсь, эта история от Зеленского про бусификацию – это билет в один конец. Именно в этой логике в том числе. Именно в этой логике в том числе, что нельзя в этом случае сказать А, не сказать Б. А Б для него – это прекращение. То есть вот если он действительно а вот мы решим проблему бусификации, ничего этого, никакого беспредела, все по-честному, по-хорошему, у них сразу раз в 10 упадут показатели по мобилизации. Ну и что? Войны тогда на 2 месяца. Месяц-полтора и Да. просто обрушение. Другой вопрос, что они вообще-то, им-то плевать, вот честно, им плевать. Ну, будет это, все дойдет до Днепра, или даже там в Киеве будет, на мостах комендатуры будут. Им плевать на самом-то деле. А вы сохранить себя. И давайте говорить прямо наворованное сохранить. Ну, но, Михаил, чтобы точку поставить, а не смахивает это на сценарий, когда Украину сольют, сдадут и бросят как поражение под ноги Трампу и скажут: смотри, Трамп, о как, и обвинят во всем его. Потому что, простите, я с этого начинал, этим давайте и закончим. История с энергетическим перемирием, как и многие другие истории, нам показали 2 вещи и 2 стороны медали. С одной стороны, да, мы понимаем, что все решается без Зеленского, и это прям очень серьезный маркер. И завтра может Трамп позвонить Путину или Путин Трампу и сказать: пожалуйста, Донни, и война закончится. Ну, то есть мы понимаем. То есть мы на полшага занесли ногу, и все решилось без Зеленского. А тут можно шагнуть и все закончить путем созвона Трампа и Путина. Но с другой стороны, проигравшая Украина – это же пассив для Трампа. Его можно упрекать, что такая большая, цветущая страна под Путиным сейчас из-за тебя. Это Афганистан Трампа, это однозначно. Да. Это и есть ключевое ограничивающее обстоятельство, о котором я говорю, потому что он в цейтноте выборов в Конгресс, он себе это позволить просто не может. И я бы согласился, что это может быть планом антитрамповской коалиции взять да и слить это все. Если бы не одно «но». Личная, глубоко личная ситуация для всей верхушки киевской власти. Для них это приговор. Вот эта вся ситуация – личный приговор. И тут они будут вот всеми когтями цепляться и упираться этому. То есть глобалисты-то, они, может быть, и
не против. Хотя, конечно же, ну, неприкрытые заявления не раз звучали из самой Европы, что чем дольше идет война на Украине, тем лучше. Ну, то есть мы не говорим сейчас, даже не обсуждаем аргументированность этой мотивации по части там России нападет, и все, неважно. У них есть такое понимание и декларирование, даже особо не прикрытое. Насолить Трампу – хорошая история, с удовольствием они это сделали. Да? Но если только коллективно, так, чтобы каждый персонально тоже не прилетело от Трампа. Поэтому, ну вот, думаю, нет. Думаю, нет. Все-таки личный мотив для людей, забаррикадировавшихся на Грушевского, забаррикадировавшихся на Банковой, на других админзданиях, да, на киевских высотах, скажем так, вот он будет в этой ситуации перевешивать. Причем там круговая порука. Там И плюс- круговая порука, И вне плюс, всякого сомнения. смотрите, тут же тоже такой момент, очень важно, мы это сбрасываем со счетов. Нам же как, очень, вот вообще конец 25-го, 25-й почти весь, конец 25-го, начало 26-го, рушатся вот эти скрепы пропагандистские. Да. А самый главный пропагандистский скреп, он в чем заключается? В том, что сейчас придут русские и тебя поработят. Придут тебя, вот это все, понимаете? Или, например, там таджиков нагонят каких-то, или каких-то непонятных людей, то есть, да, со всей России. Сейчас они тут придут и будут тебя А еще и править. воевать против Европы погонят, да. Обязательно. То есть, не идешь в ТЦК в наш, тебя Да. русские придут. То есть, вот это же тоже может рассыпаться, когда люди оглянутся, например, да, а у них, ну, мало что поменялось. Имеется в виду с точки зрения бытовой обычной жизни. И вот это вся... Ну, это просто проверять очень тяжело. Да? Ну, когда Зеленский зовет Путина в Киев, простите, да, то есть киевляне, которым предлагают рыть выгребную яму или ходить на пакетик в туалет, или в И кошачий... учить своих правнуков тоже, учить своих правнуков, быть всегда, жить в этом, скажем так, в этом ужасе без конца. Они могут сравнить, понимаете? И это тоже очень важно. Мне кажется, в принципе, уже весь большой миф о Зеленском, он мертв, я уверен. Который вот родился в 18-19 году, я воочию наблюдал, изнутри наблюдал все это, по большому счету, как оно эволюционировало. Я был активным участником избирательной кампании 2019 года, не на их стороне, но против нас эта волна, это цунами зеленое прошло по нам. Я помню этот миф, как он родился, как он эволюционировал, и сейчас он, мне кажется, мертв. Этот миф мертв полностью. И сейчас это весь нарратив, который так настойчиво ковался в 22-м, 23-м, 24-м году, в 25-м году это все уже не рассыпается, мне кажется, уже рассыпалось. Уже рассыпалось, и ключевой, единственный нарратив – это когда это все закончится. Иначе мыслят, и искренне иначе мыслят только выгода приобретателя от этой войны. И все. А их не так много на самом деле. Невозможно ни в чем уже убедить обывателя украинского, тем более там киевского, одесского. Невозможно. Да даже и львовского, и тернопольского. Все поняли. И это еще один. Помните, как он говорит, я ваш приговор. Так вот это его приговор. 100%. Он заканчивается. Его эпоха заканчивается. Его политическая карьера заканчивается. Неизбежно. Михаил Павлев, политтехнолог, был со мной на прямой связи. Спасибо большое за время и мысли. Вам спасибо большое, да. Друзья, подпишитесь на Михаила, ссылки будут в описании. Еще раз напомню. Поставьте лайк этому эфиру, этому выпуску. И, конечно, напишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. Очень интересно почитать и Михаилу, и мне обратную связь. Поэтому уделите, пожалуйста, несколько минут своего времени для комментариев. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.